Эти часики по факту может позволить себе практически любой. И да, вновь с нами Xiaomi, опять краудфандинг и снова много обещаний. Сам производитель, разумеется, заверяет нас, что они умеют следить за сердечным ритмом и активностью в течение дня, составлять отчет о вашем сне, будут мониторить уровень стресса и напоминать вам, что нужно попить воды или отдохнуть. И все это можно будет удобно отслеживать в приложении на телефоне. Еще обещают водонепроницаемый корпус, 8-9 дней автономной работы и всего 3 часа зарядки от 0 до сотки. Больше всего меня радует, что это не лемфа. Обо всем сейчас подробно расскажу. И да, программу они слегка допилили, но до ума по мне еще не довели. Кислород, кстати, часы считают перманентно. Как говорят, нет предела совершенству, но его здесь, правда, и так нет. Tube 894, всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, на канале только быстрые обзоры, которые всегда подкреплены тестами. Большинство из них я провожу онлайн на стримах, но это касается смартфонов. Сегодня у нас часы. Много конкурсов, условия которых в описании к видео. В розыгрыше в этом месяце экшн-камера, робот-пылесос, колонка, 5 Mi Band 6 серии стандартно, еще много чего может добавиться. Так что читаем описание. А теперь переходим к обзору. И да, эти часы я покупал на Али, и шли они мне 2 недели. Поехали. Начинаем мы, как всегда, с распаковки. Коробка, как оказалось, не открывается, а вскрывается сбоку. Могло быть и лучше, но как есть. Еще она из очень тонкого картона. Удивительно, что они пришли целыми и невредимыми. На самой коробке есть техническая информация о часах и немного об их функциях. В комплект входят сами часы с силиконовым ремешком, немного макулатуры в виде инструкции на английском и зарядное устройство, которое примагничивает часы к себе. Что круто, не промахнешься. Блочок питания, конечно же, отсутствует, хотя с часами такого я вроде на своей памяти не встречал. Переходим к самим умным часам. Если говорить о габаритах, а они составляют 43 на 35 на 10 мм, они достаточно комфортные во время носки. Вес 52 грамма с ремешком, на руке практически не ощущаются, хотя смотря как смотреть. Дизайн приятный, визуально как отдельно, так и на руке. Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава с вставками из пластика. Достаточно приятный материал, по корпусу имеется только одна кнопка, поэтому она многофункциональная. Логично, что экран сенсорный. С задней стороны, прилегающей к руке, имеется датчик сердечного ритма, так называемый ППГ, и двухпиновое соединение для зарядки. Ну и, конечно же, сам сенсорный HD-дисплей размером 1,57 дюйма. Не скажу, что он маленький, но и не громоздкий. При этом всем он окружен толстенными рамками. ЖК-экран не может скрыть пиксельное качество, здесь оно такое печальное. На солнце при максимальной яркости циферблат блеклый, приходится приглядываться или тыкать по памяти, чтобы глаза не напрягать. Если вы хотите красивую заставку циферблата, можете об этом забыть, так как тут максимально маленький выбор. Свое фото на заставку выставить можно. Края самого экрана не сглажены. Тут, конечно, на любителя, но хотелось бы водить пальцем по полностью гладкому, без граней дисплею. По сборке вопросов нет, сделано все адекватно, без косяков. Часы у меня в стандартном цвете, также производитель на выбор предлагает палитру из бежевого, зеленого, синего и розового цветов. Но это только изменение цвета ремешка, корпус сам остается все тем же, независимо от ремешка. Размеры быстросъемных ремешков 252 мм на 20 мм в ширину. Плюс они идут с 16-ступенчатой регулировкой, что позволяет носить их на любого размера запястья. Идем дальше. Батарея на 270 мАч, заряда в идеале хватает примерно на 8-9 дней. Полный цикл зарядки 2,5-3 часа. Неплохо так. Хотя по моим тестам они прожили у меня всего 4 дня на одном заряде. Защита от пыли и воды 5 атмосфер. На сайте производителя написано, что выдерживают они погружение в воду до 50 метров. У меня, конечно, мучают по поводу этого серьезные сомнения, но проверять я это не буду. Во всяком случае, вряд ли дайверы будут подобное себе покупать. Просто в воду их окунать можно, мыться в них можно, ничего за это время с ними не случилось в таких условиях обстановки. Далее идет датчик насыщения крови кислородом SPO2. Очень полезная функция для слежения за своим здоровьем, так как норма, как вы помните, от 99% и выше. Иначе нас ждет какая-нибудь болезнь, о которой все прекрасно знают. Еще Mi Bracala осуществляет мониторинг уровня стресса и напоминает вам о том, что пора передохнуть и отвлечься, как и все подобные часики. У меня срабатывало это дело закономерно в определенное время. Видимо, я стрессую по расписанию. Встроенный Bluetooth здесь, кстати, в версии 5.0, но о нем я позже еще расскажу. Пробежимся немного по функционалу внутри. Если смахнуть вниз, на главном экране появится панель, на которой нам доступны иконки «Не беспокоить», регулировка яркости, блокировка дисплея, выключение часов, настройка подключения к смартфону по QR-коду. Внизу показывает, есть ли сопряжение с вашим девайсом, время, дата и процент заряда. Выходим обратно и смахиваем слева направо. Тут на 1/3 экрана панель с 3 последними программами,
время, которое вы использовали. Проводим пальцем снизу вверх, и здесь мы уже видим уведомления. Выходим обратно, и справа находится 5 настраиваемых виджетов. Нажимая на кнопку, у нас открывается главное меню. Здесь 14 иконок, 3 на 3, круглый мониторинг сердечного ритма, спорт-режимы, но нет водных упражнений, хотя часы водонепроницаемые. Кислород в крови, отслеживание, напоминаю, перманентное, но со сбоями. Далее таймер, ритм дыхания, отчет о сне, который работает тоже плохо, постоянно аннулирует данные, хотя указано, что должно происходить это раз в сутки. Дальше погода, тут говорить вообще ничего не хочется, работает очень некорректно. После идет активность, затем интенсивность в течение дня, недавнее давление, навигация по плейлисту, с ней, к счастью, все отлично. Очень удобно, так как не приходится постоянно доставать телефон и тянуться к наушникам, когда вдруг заиграл Моргенштерн в плейлисте. Что он, правда, у меня делает? Ничего личного. И остались стандартные функции, такие как секундомер и в идеале удобный калькулятор, хотя еще попробуй попади в эти кнопочки. В настройках в первую очередь из того, чем вы будете пользоваться, это настройка яркости, время отключения экрана, вибрация, ну и все в принципе. Блокируется экран автоматически, когда опускаем руку, и удобно подсвечивается, когда смотришь время. Отклик дисплея хороший, хотя с перебоями. Бывает, хочешь посмотреть время, а он забыл среагировать. А вибрация даже на максимальном уровне слабовата. Для полного комфортного использования нужно скачать приложение MibraFit, в котором более развернутая информация, нежели на часах, и подробные настройки функционала. Без приложения они не такие же умные, просто браслетик. По отзывам, приложение не зарекомендовало себя вообще, как и по моим внутренним ощущениям и наблюдениям. Полностью на русский язык приложение не переведено, постоянно лагает, коннектить их со своим смартфоном трудно, Bluetooth постоянно отваливается. При первом подключении к смартфону приложение уже начало действовать мне на нервы, так как при регистрации часто выскакивало окошко с надписью «Нестабильное соединение». Притом на Алиэкспрессе люди, которые купили эти часы, вообще на это дело не жаловались. Странно, мне по сути конкретно в этот раз не повезло. Я даже пытался сделать это с разных сетей и с разных устройств. Только через сутки как-то удалось соединить их в первый раз. Но на этом проблемы не закончились, и все данные, которые собирались в течение первого дня, просто пропали. А так в приложении удобный главный экран с отчетами об отслеживаемой информации часов. Также в нем можно обновить прошивку. С другими программами, как, например, Google Fit, они не сопрягаются. Входящий звонок, кроме как сбросить, с ним ничего сделать нельзя. Поиск часов присутствует, но так как у часов нет динамика, по его хлипенькой вибрации долго будете их искать. Также отсутствует в них на данный момент поиск телефона. Еще у них нет GPS, поэтому встроенный шагометр считает ваше передвижение, только отталкиваясь от данных передвижения телефона. Для спорта это, конечно, только жалкое подобие левой руки. Они больше про фэшн и поиграться. Скажу прямо, как всегда, общение с носимыми гаджетами я всегда советую начинать с Mi Band 6, обзор на который вы, кстати, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. Логично, что с часов нельзя звонить, в них нельзя писать сообщения, у них нет галереи, ими нельзя расплачиваться, потому что нет модуля NFC, на них нельзя устанавливать программы, и вообще это, да, урезанный такой фитнес-браслет, но все равно часами называется из-за формы в первую очередь. Цена по ссылке в описании к видео в районе $39 с бесплатной доставкой. И не забывайте, с 21 числа начинается распродажа на Алиэкспрессе. Промокоды и все выгодные предложения уже в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Закидывайте все, что нравится, в корзины, чтобы не проспать старт. Сами знаете, как быстро промокоды кончаются. Резюмирую, если вы реально готовы бороться поначалу с приложением MibraFit, чтобы установить синхронизацию часов и смартфона и привыкнуть к его сбоям, в принципе, эти электронные часы не хлам. Как минимум, они красиво смотрятся на руке и, в принципе, работают. Плюс надежное качество сборки и материалы неплохие. Не особо верю, что производитель пофиксит все недостатки этих бюджетников. Девайсу скромное, экономное, да, я уверен, что их будут покупать, если выбирать между какими-нибудь Lemfo, у которых а-ля есть отслеживание давления, лучше выбрать эти. Подписывайтесь с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!